10 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Вот здесь у нас был накид. Он у меня немножечко запутался с кромочной. Я расправила. Кромочную сняли, далее провязываем изнаночную петлю, то есть накид провязываем не изнаночной петлей, а лицевой, наоборот. Провязываем накид за переднюю стенку лицевой петлей. Если за заднюю провязать, дырочки не будет, поэтому за переднюю стенку провязываем накид лицевой петлей. Далее идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 лицевых петель. Провязываем зеркально 6 изнаночных петель. 1, 2, накид за переднюю стенку, изнаночная 3, 4 изнаночная петля, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, 5 изнаночная петля и 6 изнаночная петля. Провязали 6 изнаночных петель. Далее идет изнаночная, мы провязываем вместо нее наоборот лицевую. Вместо 2 лицевых провязываем 2 изнаночные, 1, 2. Вместо изнаночной провязываем лицевую и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных петель вместо 7 лицевых петель. 1 изнаночная, накид, провязываем изнаночную петлю за переднюю стенку, 2 изнаночная, 3 изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, 4 изнаночная, 5 изнаночная, 6 изнаночная и накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, 7 изнаночная петля. Маркер переснимаем. Начинаем провязывать следующий раппорт узора. Лицевая петля, накид провязываем лицевой петлей. Я провяжу за заднюю стенку. Вы смотрите, как вам удобнее провязать. Если я провяжу за переднюю, огромная дырка будет. У меня так вот здесь накид стоит, что я провяжу его за заднюю стенку. И дырочка получается аккуратная, небольшая, не маленькая. Лицевой петлей. Далее идут 6 лицевых петель, вместо них вяжем 6 изнаночных петель. 1 изнаночная, 2, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 3 изнаночная, 4 изнаночная, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 5 изнаночная петля и 6 изнаночная петля. Далее вместо изнаночной петли провязываем лицевую. Вместо 2 лицевых вяжем 2 изнаночные. Вместо изнаночной провязываем лицевую. И здесь провязываем 7 изнаночных петель вместо 7 лицевых петель. 1 изнаночная, накид это 2 изнаночная за переднюю стенку, 3 изнаночная, накид это 4 петля изнаночная за переднюю стенку накида, 5 изнаночная, 6 и 7 изнаночная петля, это накид изнаночной петлей за переднюю стенку. И кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали 10 изнаночный ряд узора. Вот так он уже выглядит. Очень симпатично. Очень так изящно. Разворачиваем работу на лицевую сторону и начинаем провязывать 11 лицевой ряд. Справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет двойной накид, 1 накид, делаем 2, 2 петли вместе,
лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Одной лицевой петлей с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Одной лицевой петлей, накид, лицевая, накид, лицевая петля, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево провязываю вместе за задние стенки 2 петли с наклоном влево. Далее идет лицевая петля, накид. Провязываю лицевую, делаю накид. Далее 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Накид. Еще раз 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Двойной накид, 2 накида делаем на спицу. И 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Мы провязали первый раппорт узора. Маркер переснимаем. Вот так уже начинает смотреться, вырисовываться узор. Маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 2 накида, двойной накид, 1 накид, второй. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Накид. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Накид, лицевая петля, накид, лицевая. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю и провязываю вместе за передние стенки. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, 2 вместе за задние стенки провязываю. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе, одной лицевой с наклоном влево, за задние стенки 2 вместе, накид, 2 вместе, лицевой с наклоном влево, 2 вместе за задние стенки провязываю. Двойной накид, 1 накид, второй. И 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали второй раппорт узора. Вот так он уже начинает выглядеть. Вы переснимаете маркер, провязывать начинаете второй раппорт и затем следующие ваши раппорты до конца ряда. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 12 изнаночный ряд. По условным обозначениям зеркально, наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее видим 2 лицевые. Провязываем 2 изнаночные. Вместо них 1 изнаночная, накид. Это вторая изнаночная петля за переднюю стенку. Далее вместо изнаночной петли накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку или за заднюю. Я провяжу за заднюю, наверное. Тут дырка получится огромная, вот такая красивая дырочка получается. Я провязала накид первый за заднюю стенку.
Если у меня спустился накид, второй накид я провязываю лицевой петлей за переднюю стенку. Еще раз. Итак, я сняла кромочную петлю, провязала изнаночную петлю, вот, затем провязала первый накид лицевой петлей, изнаночной петлей за переднюю стенку, и второй накид, вот у меня второй накид, провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. Вот так получается. Далее идут 2 изнаночные петли, вместо них провязываем 2 лицевые петли, 1 лицевая петля, и накид я провязываю за переднюю стенку лицевой петлей. Если за заднюю провяжу, дырочки не будет. Далее накид, делаем накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Так должно получиться на лицевой стороне работы. На изнаночной стороне работы мы провязываем наоборот 2 изнаночные петли с наклоном вправо. Заводим нить вперед работы и провязываем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей со задней стенки, или бабушкиной, или классический, смотря каким способом вы вяжете. Первая петля у нас лицевая, вторая петля это накид. Заводим сзади работы за заднюю стенку сначала накида слева направо, потом лицевой петли. Вот так вот расширяем эти петли, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе изнаночной бабушкиной петлей за задние стенки, восточной петлей, то есть с наклоном вправо 2 изнаночные петли мы провязали. Далее идет у нас 12 изнаночный ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям схемы наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 2 лицевые петли, вместо них провязываем 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная, это накид за переднюю стенку. Здесь у нас был двойной накид, значит первый накид это изнаночная петля за переднюю стенку. Остался еще 1 накид, мы провязываем его не изнаночной петлей, как здесь обозначено, а лицевой петлей. Я провязываю накид лицевой петлей за заднюю стенку. Вы смотрите, как вам нужно. Если я провяжу за переднюю, получится огромная вот такая дырка. Провязываю накид за заднюю стенку. Дырочка получается аккуратная. Далее идут 2 лицевые, провязываем 2 изнаночные вместо них. 1 изнаночная и накид за переднюю стенку изнаночной петлей, это 2 изнаночная петля. Далее идет накид, затем 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево в лицевом ряду, чтобы получить такое провязывание. В изнаночном ряду мы провязываем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. То есть провязываем эти 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки. Для этого нить переводим вперед работы, правую спицу заводим, это у нас лицевая петля и накид, правую спицу заводим за заднюю стенку сначала накида, слева направо, сзади работы, затем лицевой петли. Захват, так вот расширяем эти петли, захватываем рабочую нить и провязываем их, эти 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки. Провязали с наклоном вправо. Далее идет накид. Опять провязываем 2 изнаночные петли с наклоном 2, опять провязываем 2 петли
изнаночной петлей с наклоном вправо, чтобы на лицевой стороне получить 2 лицевые петли, провязанные вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Переводим нить вперед работы и 2 петли провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Сначала можно эти 2 петли вот так расширить, затем сзади работы нить придерживаем большим пальцем левой руки, сзади работы спицу правую заводим сначала за заднюю стенку, сначала второй петли, затем первой. Вот так расширяем, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за задние стенки. То есть мы провязали 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо, чтобы на лицевой стороне получить 2 лицевые петли, провязанные одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет обозначение. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо на лицевой стороне. Чтобы получить такое обозначение, провязанные на лицевой стороне, мы должны на изнаночной стороне провязать эти 2 петли вместе одной изнаночной петлей наоборот с наклоном влево. Переводим нить вперед работы и просто провязываем эти 2 петли одной изнаночной петлей вместе. Обычной изнаночной петлей или бабушкиной, или классической, в зависимости от того, каким способом вы вяжете. С наклоном влево одной изнаночной петлей. Далее идет накид. Опять 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. Накид придерживаем. Переводим нить вперед работой за обе петли. Придерживаем пальцем. Затем вводим спицу в обе петли справа налево. Захватываем нить и провязываем обычную изнаночную петлю, или бабушкину, или классическую, как вы вяжете. Далее идет накид. 3 лицевые петли, вместо них провязываем 3 изнаночные. Это накид. Первая изнаночная петля, провязанная за переднюю стенку накида. Вторую изнаночную провязываем. И третью изнаночную петлю провязываем за переднюю стенку накида. Здесь у нас двойной накид. То есть первый накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет изнаночная. Мы накид провязываем не изнаночной, а лицевой петлей. Я провязываю накид лицевой петлей за заднюю стенку, не за переднюю. Вы смотрите, как вам удобнее, чтобы дырочка была аккуратная. Далее вместо лицевой петли провязываем изнаночную петлю. Мы провязали первый раппорт узора. Маркер переснимаем. Вот так у нас уже получается на изнаночной стороне. И начинаем провязывать второй раппорт узора 12 ряда. Вместо 2 лицевых провязываем 2 изнаночные петли. 1, 2 изнаночная. Вместо изнаночной провязываем лицевую. Здесь у меня накид, я его провязываю лицевой за заднюю стенку, чтобы дырочка получилась аккуратная. Вместо 2 лицевых провязываем 2 изнаночные, в том числе и накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее накид делаем и провязываем 2 изнаночные петли одной петлей с наклоном вправо, чтобы получить на лицевой стороне 2 лицевые петли одной петлей с наклоном влево. Вот эти 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой петлей, одной бабушкиной изнаночной петлей, извините, за задние стенки. Переводим нить вперед работы и провязываем их вместе одной изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо с изнаночной стороны.
Это у нас лицевая и накид. Еще раз. Можно расширить эти петли, чтобы удобно было провязывать. Захватываем сзади работы. Сначала накид за заднюю стенку, потом петлю за заднюю стенку и провязываем их вместе одной изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид. Я опять 2 петли вместе одной изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо, чтобы получить наклон влево на лицевой стороне. Сзади работы расширяем сначала эти 2 петли. Сзади работы заводим спицу правую сначала за заднюю стенку второй петли, затем первой. Захватываем нить и провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо. Далее идет у нас обозначение 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. Чтобы получить на лицевой стороне 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Мы просто провяжем эти 2 петли вместе изнаночной обычной петлей, бабушкиной или классической, как вам удобно, каким способом вы вяжете. Далее идет накид. И опять 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. Это накид и лицевая петля. Переводим нить вперед работы, заводим спицу сначала в накид, потом в лицевую петлю и провязываем их вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево, чтобы получить на лицевой стороне работы 2 петли вместе, провязанные лицевой с наклоном вправо. Далее идет накид. Далее изнаночная петля, то есть накид мы провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее 2 лицевые, вместо них провязываем 2 изнаночные, в том числе накид. Это вторая изнаночная петля за переднюю стенку. Здесь двойной накид. Получается, первый накид мы провязываем изнаночной петлей, а второй накид, здесь изнаночная, вяжем наоборот лицевую, провязываем лицевой петлей за заднюю стенку, чтобы дырочка не получилась огромная. И последняя петля раппорта — это изнаночная петля вместо лицевой петли. Мы провязали второй раппорт 12 ряда, и далее начинаете повторять раппорты узора столько раз, сколько вы набрали петель. И кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали 12 ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 13 лицевой ряд. Вот такая красота у нас уже получается. Тринадцатый лицевой ряд. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. 14 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее, чтобы на лицевой стороне получились 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо, с изнаночной стороны провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном влево. То есть эти 2 петли провязываем просто обычной изнаночной петлей. Я провяжу их бабушкиной петлей. А вы, если вяжете классическим способом вязания, можете провязать их обычной классической изнаночной петлей. Далее идут 4 изнаночные петли. Вместо них провязываем 4 лицевые петли, 1 лицевая петля. Накид я провяжу лицевой петлей за заднюю стенку. Вторая, чтобы дырочка была аккуратная. 2 лицевая петля, 3 лицевая петля и 4 лицевая петля. Далее я делаю накид,
Далее накид провязываю изнаночной петлей за переднюю стенку. Здесь обозначена лицевая, я вяжу наоборот петли. Далее 1, 2, 3, 4, 5 лицевая петля. В изнаночном ряду провязываем 6 изнаночных петель. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3 изнаночная петля, 4 изнаночная петля, 5 изнаночная петля. Далее делаем накид. Делаем накид, затем провязываем 4 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3, 4 лицевая петля. Далее провязываем 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево, то есть за задние стенки провязываем 2 петли. Мы провязали раппорт узора и повторяем раппорт. Маркер переснимаем. 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей провязываем с наклоном влево, то есть 2 петли мы провязываем вместе. Здесь у нас 1 накид был. Вместе 1 изнаночной петлей за передние стенки, 2 вместе. Далее вместо 4 изнаночных петель провязываем 4 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, накид вяжу за заднюю стенку лицевой петлей, 3 лицевая петля, 4 лицевая петля, делаю накид. Затем накид провязываю изнаночной петлей, накид предыдущего ряда. Затем идут 5 лицевых, вместо них провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем накид и провязываем 4 изнаночные, 4 лицевые петли вместо 4 изнаночных петель. 1 лицевая, 2, накид провязываю лицевой за заднюю стенку, 3 лицевая петля и 4. И 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо, чтобы на лицевой получить стороне 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево, то есть провязываю 2 петли изнаночные вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки, перевожу низ вперед работы, расширяю 2 петли правой спицей, завожу правую спицу сзади работы за задние стенки петли, сначала первой, потом второй. Подхватываю нить и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 14 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 15 лицевой ряд, где у нас будут шишечки. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая петля и 4 изнаночных. Провязываем лицевую и 4 изнаночных. 1 изнаночная, 2, 3, 4 изнаночная петля. Далее идет лицевая петля и накид. Провязываем лицевую петлю, то есть накид предыдущего ряда провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Делаем накид и 2 петли вместе провязываем 1 лицевой петлей
с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Далее у нас на следующей петле идет шишечка. То есть у нас вот здесь такие 4 дорожки сходятся друг с другом. И на 2 центральных дорожках, а эти всего их 4, мы будем провязывать 2 шишечки. Вот на этой петле и на этой. Вот эти 4 дорожки. Итак, провязываем шишечку на следующей петле. Провязываем петлю за заднюю стенку. Смотрим, чтобы петля была развернутая и открытая. А то потом трудно будет найти перемычку под шишечкой. Провязываем петлю лицевой петлей. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Провязываем лицевой петлю. На правой спице 3 петли. Делаем накид. На правой спице 4 петли. Еще раз провязываем петлю лицевой петлей. На правой спице 5 петель. Петлю с левой спицы сбрасываем. Крайнюю 5-ю петлю набранную переснимаем на левую спицу. За переднюю стенку провязываем лицевой. И по очереди на провязанную петлю набрасываем 4 непровязанные, набранные. Одну набросили непровязанную, вторую, третью набросили непровязанную и 4-ю набросили непровязанную петлю на провязанную. Вот так у нас получается. Подтягиваем провязанную петлю, переснимаем на левую спицу и за заднюю стенку еще раз провязываем лицевой петлей. Вот так у нас получается. И теперь шишечку нужно закрепить. Находим под шишечкой первую перемычку. Вот она. Это первая перемычка под шишечкой. Видна. Заводим сзади работы спицу под шишечку. Сзади наперед. Вот так. Завели. И перемычку сверху вниз подхватываем. И сзади работы выводим на правую спицу. Вот перемычка, а вот петля, на которой держится шишечка, провязанная петля. Теперь перемычку протягиваем через провязанную петлю. Подхватываем провязанную петлю левой спицей и протягиваем через нее перемычку. Еще раз. Ниточки запутались. Подхватываем провязанную петлю, подцепляем левой спицей и через нее протягиваем перемычку. Затягиваем нить. Вот такая шишечка у нас получилась. И она у нас не будет проваливаться на изнаночную сторону. И будет только всегда на лицевой стороне полотна. Вяжем следующую, вторую шишечку на следующей петле. Точно так же. Провязываем петлю. 1 раз. Делаем накид. 2 петли набрали. Провязываем петлю. 3 петли набрали на правую спицу. Делаем накид. 4 петли на правую спицу набрали. Провязываем петлю. 5 петель набрали на правую спицу. Петлю сбрасываем. Крайнюю 5-ю петлю переснимаем. И провязываем за переднюю стенку. И теперь на нее набрасываем 4 непровязанные набранные петли. По очереди вот так. Набрасываем их на провязанную петлю. На этом этапе наброшенные петли можно поправлять, расправлять. Подтягиваем петлю, переснимаем ее еще раз на левую спицу и еще раз провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. И теперь закрепляем шишечку, чтобы она у нас всегда была на лицевой стороне. Находим под шишечкой перемычку. Вот так можно немножечко пальцами расправить петли. Вот она перемычка.
Вот она видна перемычка первая. Вот она здесь. Заводим сзади работы спицу под шишечку, под саму шишечку, вот так. Подхватываем перемычку первую под шишечкой и вытаскиваем перемычку на спицу. Вот провязанная петля, на которой держится шишечка, вот перемычка. И теперь подцепляем провязанную петлю левой спицей и протягиваем через нее перемычку. Подтягиваем нить. Мы провязали вторую шишечку. Продолжаем провязывать раппорт узора. Далее идет обозначение 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево, накид, лицевая петля, накид делаем, провязываем лицевой петлей накид предыдущего ряда за заднюю стенку, чтобы не была дырочка большая. Дальше 4 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, 3, 4 изнаночная петля и лицевая петля в конце раппорта. Маркер переснимаем и начинаем повторять раппорт узора. Лицевая петля, 4 изнаночные петли, лицевая, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, лицевая, накид, лицевую петлю, это вяжем, провязываем накид за заднюю стенку лицевой петлей, делаем накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее провязываем шишечку на следующей петле, провязали петлю, сделали накид, петлю не сбрасываем, 2 петли на правой спице, провязали петлю, сделали накид, 4 петли на правой спице, провязали петлю, 5 петель на правой спице, петлю сбросили, 5 петлю переснимаете на левую спицу и провязываете за переднюю стенку лицевой петлей, и теперь на провязанную петлю по очереди накидываете провязанные петли. Накинули, подтянули нить, еще раз переснимаете провязанную петлю на левую спицу и за заднюю стенку провязываете лицевой петлей, нить подтягиваете. По-моему, я 1 петлю пропустила, не накинула. Вот так вот у нас было. Накидываем еще 1/5 набранную петлю. Нить подтягиваем, переснимаем петлю, провязанную на левую спицу, еще раз провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку, подтягиваем, находим перемычку, вот здесь она, перемычка, под шишечкой, первая перемычка, вот она, заводим сзади работы спицу под шишечку, вот так, и захватываем сверху первую перемычку под шишечкой и вытаскиваем ее, выводим на правую спицу сзади работы. И теперь перемычку протягиваем через провязанную петлю, на которой держится шишечка. Вот так. Подтягиваем нить. Мы получили шишечку и провязываем следующую шишечку на следующей петле. Точно так же. Провязали петлю, сделали накид. 2 петли набрали, провязали петлю, сделали накид. 4 петли набрали, провязали петлю, 5 петель набрали, петлю сбросили и вот эту петлю, последнюю, 5-ю набранную, мы провязываем еще раз, переснимаем ее и провязываем за заднюю стенку лицевой петлей, и теперь через нее протягиваем, то есть ее протягиваем через все набранные петли,
по очереди набрасываем на нее набранные петли. 4 набранные петли. Вот эта шишечка здесь у нас на этой петле. 2 петли набросили. Потом еще одну набрасываем. И 4 петлю набранную набрасываем на провязанную. Подтягиваем. Переснимаем еще раз провязанную петлю и за заднюю стенку ее провязываем еще раз. Петлю подтягиваем. Находим перемычку под шишечкой. Вот так можно раздвинуть спицы, петли. Вот она, видна перемычка. Вот она, первая, между петлями под шишечкой. Сзади работы заводим спицу под шишечку, спереди назад, сверху подцепляем перемычку, сверху вниз, и выводим перемычку на спицу. И затем вот эту перемычку протягиваем через петлю, на которой держится шишечка, через провязанную петлю. Нить подтягиваем. Мы провязали вторую шишечку. Далее у нас идут 2 лицевые петли с наклоном влево. Одной лицевой петлей за задние стенки я провязываю эти петли. Накид, лицевая петля, накид. Затем накид предыдущего ряда провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 изнаночная петля. Затем идет лицевая петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 15 лицевой ряд, где у нас шишечки. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и начинаем провязывать 16 изнаночный ряд. Тоже ряд с шишечками, только эти шишечки будем провязывать с изнаночной стороны, но чтобы они у нас были на лицевой потом стороне. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 16 изнаночный ряд. Слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную сняли, и далее идет обозначение 2 петли вместе, одной изнаночной петлей с наклоном вправо. Мы провязываем 2 петли вместе, одной изнаночной петлей, 2 вместе с наклоном влево. Просто обычной петлей изнаночной провязываем 2 петли вместе. Далее идут 4 изнаночные, вместо них провязываем 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля, накид, делаем накид, вместо 2 лицевых провязываем, накид у меня так должен стоять, вместо 2 лицевых провязываем 2 изнаночные петли, накид изнаночной петлей за переднюю стенку и 2 изнаночная петля. Далее у нас идут 2 петли, на которых мы выполняли шишечки в предыдущем ряду. Мы сейчас выполним здесь 2 шишечки так, чтобы они тоже у нас оказались на лицевой стороне. Следующую петлю, вот эту, мы провязываем лицевой петлей. Так немножечко расширить, провязываем лицевой петлей. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Еще раз провязываем петлю лицевой петлей. Делаем накид. На правой спице 4 петли. Провязываем петлю лицевой петлей. На правой спице 5 петель. Петлю спускаем с левой спицы и 5 петлю переснимаем на левую спицу и провязываем ее изнаночной петлей за переднюю стенку. И теперь протягиваем ее через набранные петли. Я набранные петли вот так сразу по 2 подхватываю и набрасываю на провязанную петлю.
Вот так у нас получилась шишечка. Низ подтягиваем, петлю провязанную переснимаем на левую спицу и еще раз провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку. Нам нужно, чтобы петля, то есть шишечка, оказалась на лицевой стороне работы, поэтому нам нужно ее закрепить. Находим под шишечкой перемычку, первую перемычку под шишечкой. Шишечка. И вот здесь первая перемычка. Если вам трудно находить перемычку, можете подхватывать не перемычку, а стенку петли, на которой держится шишечка. И так будет даже более похоже, как расположены шишечки на оригинальном джемпере. Как-то они немножечко сдвинуты, не друг над другом, вот так, как здесь на схеме, а как-то типа ромбиком. Поэтому я даже советую вот так вот сзади работы завести правую спицу сзади наперед и подхватить не перемычку, а стенку петли. Или правую, или левую. Вот так завели под шишечку спицу и подхватываем просто стенку петли, на которой держится шишечка. Вот эта стенка петли, захватываем ее сверху вниз и выводим на правую спицу. Вот эта стенка петли. Нить вот сюда заводим. Вот петля, на которой держится шишечка. Вот она. И это петля, которую мы подняли. И теперь через петлю, на которой держится шишечка, протягиваем поднятую петлю, поднятую ниточку. И подтягиваем. Подтягиваем. Шишечка у нас оказалась на лицевой стороне. Вот здесь. Еще раз покажу. Вот так мы шишечку сформировали. Теперь я все-таки думаю, лучше захватить перемычку. Только не сзади работы, как я показала, а спереди работы. Сзади работы мы выполняем шишечку, если мы закрепляем, если мы находимся на лицевой стороне работы. Поэтому спереди работы захватываем перемычку, или, как я сказала, все-таки можно и саму петлю, стеночку петли захватить, на которой шишечка находится. И вытаскиваем, вытягиваем эту стеночку или перемычку на правую спицу. Заводим правую спицу спереди работы, не сзади, под шишечку. Захватываем стеночку петли или перемычку. Я в этот раз захвачу стеночку и поднимаем ее на правую спицу. И теперь протягиваем перемычку или стеночку петли через петлю, на которой находится шишечка. Вот так. И подтягиваем. Вот так у нас получается. Шишечка на лицевой стороне у нас будет. Итак, мы провязали шишечку одну. На следующей петле также провязываем шишечку. Провязываем петлю лицевой петлей. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Провязываем петлю лицевой петлей. Делаем накид. На правой спице 4 петли. Провязываем петлю лицевой петлей. На правой спице 5 петель. Сбрасываем теперь петлю с левой спицы. Пятую набранную петлю переснимаем.
на левую спицу и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. И теперь через провязанную петлю протягиваем набранные петли не провязанные. Можно по 2 петли сразу подцеплять и накидывать их на провязанную петлю. Сразу 2 петли я подцепляю и накидываю на провязанную петлю. Нить подтягиваю, провязанную петлю еще раз переснимаю на левую спицу и уже за заднюю стенку провязываю лицевой петлей. И теперь шишечку нужно закрепить, чтобы она у нас была на лицевой стороне работы. Вот здесь, а не на изнаночной. Для этого спереди мы заводим правую спицу под шишечку, захватываем перемычку под шишечкой или стеночку петли, на которой она держится, или перемычку, и выводим эту ниточку на правую спицу. И теперь эту ниточку, перемычку или стенку петли протягиваем, то без разницы будет, протягиваем через петлю, на которой держится шишечка, подцепляем провязанную петлю левой спицей, на которой держится шишечка, и протягиваем через нее перемычку или стенку петли. Все, нить подтягиваем. У нас шишечка теперь будет только на лицевой стороне и не будет никогда проваливаться на изнаночную сторону. Далее продолжаем провязывать. Мы провязали эти 2 шишечки. Далее 2 лицевые петли. 1 лицевая. Накид провязываем не лицевые петли, а 2 изнаночные. Мы провязываем изнаночный ряд, поэтому провязываем петли зеркально. Изнаночная петля, накид провязываем тоже изнаночной петлей. Делаем накид и провязываем 4 лицевые петли вместо 4 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Далее, чтобы получить 2 петли вместе с наклоном влево в лицевом ряду, в изнаночном ряду мы провязываем 2 изнаночные петли с наклоном вправо. То есть провязываем 2 петли изнаночной петлей за задние стенки, 1 изнаночной петлей. Все, мы провязали раппорт узора. Переснимаем маркер и начинаем провязывать следующий раппорт узора. Вот так уже у нас выглядит лицевая сторона. Следующий раппорт узора. Для того, чтобы на лицевой стороне у нас получилось провязывание 2 петель вместе, 1 лицевой с наклоном вправо, на изнаночной стороне мы провязываем 2 изнаночные петли вместе, просто обычной изнаночной петлей, то есть с наклоном влево. Далее 4 изнаночные петли провязываем вместо них 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и 2 изнаночные. Накид, 2 изнаночные. Накид изнаночной петлей, еще 1 изнаночная. Далее начинаем провязывать шишечки. Вот на этих 2 петлях, где у нас шишечки уже с лицевой стороны имеются. Провязываем теперь с изнаночной стороны 2 шишечки. Провязываем петлю лицевой петлей. Делаем накид. Еще раз провязываем лицевой петлей. Делаем накид. Еще раз провязываем лицевой петлей. Спускаем петлю. Мы набрали 5 петель, 5-ю петлю переснимаем на левую спицу, провязываем лицевой петлей за переднюю стенку и набрасываем набранные петли на провязанную. Я сразу по 2 подцепляю набранные петли. Подтягиваем переснятую, то есть провязанную петлю. Еще раз переснимаем на левую спицу и еще раз мы ее провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Мы провязали шишечку, теперь нам нужно ее закрепить, чтобы она оказалась на изнаночной стороне работы. Впереди работы
заводим спицу под шишечку, захватываем перемычку под ней, если вы можете ее найти. Если нет, то захватываете просто стеночку петли, на которой держится шишечка, вот так. И выводите эту стеночку вот так впереди работы. Заводите спицу под шишечку, захватываете стеночку петли или перемычку первую под петлей, на которой находится шишечка. Мне здесь трудно найти, потому что здесь у меня тоже уже шишечки. Я захватываю стеночку петли. Лучше захватить ее вот так, справа налево. И вывожу ее на правую спицу. Вот стеночка петли, вот петля, на которой держится шишечка, провязанная петля. И подцепив провязанную петлю левой спицей, протягиваю через нее стеночку петли, подтягиваю. Мы закрепили шишечку, и теперь она у нас будет всегда на лицевой стороне работы, а изнаночная сторона полотна будет гладкая. Провязываем на следующей петле еще одну шишечку. Провязываем лицевую петлю, накид, лицевая, накид и еще раз лицевая. Мы набрали петлю, спустили, мы набрали 5 петель, крайнюю петлю переснимаем, провязываем и набрасываем на нее набранные петли. Я сразу по 2 подхватываю набранные петли и набрасываю на провязанную. Вот так у нас получилось. Подтягиваем, переснимаем провязанную петлю и провязываем еще раз лицевой петлей за заднюю стенку. И теперь закрепляем эту петлю, чтобы она всегда была на лицевой стороне. С лицевой стороны подхватываем стеночку петли, на которой держится шишечка. Вот эту стеночку. И выводим ее на правую спицу. Вот петля провязанная, на которой держится шишечка. Это стеночка петли или перемычка. Вот это. И теперь протягиваем перемычку через провязанную петлю. Подтягиваем. У нас получилась шишечка с лицевой стороны. А с изнаночной стороны у нас гладкое полотно. Далее 2 лицевые петли, 1 лицевая, накид провязываю. Это не лицевые петли, извиняюсь, а 2 изнаночные, так как это изнаночный ряд, у нас провязываем зеркально петли. 2 изнаночные, накид тоже изнаночной петлей за переднюю стенку, делаем накид. Далее 4 лицевые петли вместо 4 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4 лицевая петля и 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо, чтобы в лицевом ряду у нас получились 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Переводим нить вперед работы и провязываем 2 петли вместе, придерживаем нить и провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за задние стенки. Расширяем немножко, заводим нить сзади работы слева направо, сначала за заднюю стенку второй петли, потом первой. Подхватываем нить и провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 16 ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот такая красота у нас уже получается. Такие шишечки здесь.
17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая и 4 изнаночные петли. Вяжем по схеме лицевая, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Далее идет лицевая и накид. Провязываем накид лицевой петлей за заднюю стенку. Делаем накид. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я переснимаю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее 2 лицевые петли. Это петли, на которых держатся шишечки. 2 лицевые петли. Далее 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Накид, лицевая петля, накид. Затем лицевой петлей за заднюю стенку провязываем накид. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 изнаночная петля. И лицевая петля. Мы провязали раппорт узора 17 ряда, первый раппорт. Маркер переснимаем, начинаем провязывать второй раппорт. Лицевая петля. Далее идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Изнаночная петля. Лицевая петля далее идет. То есть у нас здесь был накид. Мы провязываем его лицевой петлей за заднюю. Так можно расправить петли. Лицевой петлей за заднюю стенку накид провязываем. Далее идет накид. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой. Друзья, далее самостоятельно вяжите узор по схеме. Как вязать узор я объяснила по этой схеме, показала, как провязывать каждое условное обозначение в лицевом ряду, в изнаночном ряду. Узор образует по низу легкую волну, которую можно легко исправить при помощи пара и совсем убрать, если вы будете вязать изделия, начиная с какой-либо планки или резинки. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, узор вам понравился. Понравился мастер-класс. Поставьте, пожалуйста, лайки, напишите ваш комментарий. А я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.